Привет! Меня зовут Лена. Я на своем канале готовлю полезные сладости без сахара. Сегодня я поделюсь с вами рецептом вкуснейшего шоколадно-ягодного тортика с необычным разрезом. Это муссовый торт, который порадует вас своим шоколадным наполнением на основе кешью, воздушным смородиновым муссом и, конечно, составом и калорийностью. Вот какие ингредиенты нам понадобятся. Вопросы по ингредиентам и заменам задавайте в комментариях, я постараюсь вам помочь. И спасибо за лайк! Начнем с коржа. Для теста нам понадобится одно яйцо, 50 грамм кефира, в него сразу можно положить 2 грамма соды, и 50 грамм овсяной муки. В нее добавляем остальные сухие ингредиенты. 8 грамм какао-порошка, 8 грамм протеина, 4 грамма подсластителя и 1 грамм соли. Смешиваем сухие ингредиенты. Кстати, подсластитель здесь можно не добавлять, тогда просто добавьте больше сиропа в пропитку. И отдельно соединяем жидкие ингредиенты. Соду с кефиром долго не держим, обычно достаточно 4 минут. Смешиваем все ингредиенты вместе. Вот такая консистенция получается у теста. Я выпекаю корж в кольце диаметром 16 см с дном из фольги. Промазываю маслом только дно. И отправляю выпекаться в духовку при 165 градусах Цельсия на 20 минут. Корж испекся. Фольга легко снимается. А корж вынимаем с помощью ножа. Упаковываем корж в пищевую пленку и храним в холодильнике до готовности остальных слоев. Для шоколадных шариков я сделаю ПП-конфеты на основе кешью. Перед измельчением кешью обязательно нужно замочить в чистой холодной воде на 4-8 часов. В сухом виде я взяла 130 грамм кешью, в замоченном виде его получается 185 грамм. Измельчаем кешью почти до состояния пасты, вот так должно получиться. Сейчас добавим финики, их нужно 60 грамм. И уже все вместе доводим до гладкой консистенции. Вот такая масса должна получиться. Теперь сюда добавляем все остальные ингредиенты. 12 грамм какао, 12 грамм кэроба, 50 грамм сухого молока и пол чайной ложки ванили. Все это смешиваем блендером в однородную массу. Вот такая густая масса должна получиться. Если у вас получилось пожиже, добавьте немного сухих ингредиентов. Выкладываем массу в чашу, укрываем и отправляем в холодильник примерно на 1 час. Спустя час масса становится менее липкой, и из нее легко можно сформировать шарики. Я делаю конфетки разного размера, чтобы в разрезе смотрелось интереснее. Часть конфет я буду использовать для украшения. Там тоже красиво, когда конфетки разных диаметров. Конфетки для декора нужно чем-то покрыть. Это может быть какао, кэроп, дробленый орех, сублимированная ягода, кунжут и многие другие варианты. Идеи для обсыпки вы можете найти в моем плейлисте ПП конфеты. Я решила обвалять в кокосовой муке. Мне очень нравится, какой эффект она дает при покрытии конфет и как это смотрится на тортике. Заранее подготовим корж. С него нужно срезать верхушку. Для сборки торта используем ту же форму 16 см. Бортики проложены ацетатной лентой. Пропитываем корж смесью воды и любого натурального сиропа. Теперь можно заняться муссом. Для мусса нам потребуется 230 грамм творога. Подойдет любой, главное, чтобы вам нравился по вкусу. И 180 грамм черной смородины. Если торт будет храниться более суток, то ягоды нужно прокипятить. Все это соединяем в блендере до максимальной однородности.
Как ни крути, шкурки остаются. Я думаю, это красиво, как вот признак натуральности ягодного мусса. Но если же вы хотите добиться однородности цвета, то измельчите ягоду отдельно и процедите ее через сито. И еще здесь можно варьировать яркость мусса. Например, увеличить количество ягод и настолько же уменьшить вес ряженки, которая будет добавляться дальше. Перекладываем этот крем в чашу для смешивания. Сюда же добавляем 130 грамм ряженки, 70 грамм натурального сиропа, 1 чайную ложку жидкой стевии и пол чайной ложки натурального экстракта ванили. Смешиваем все ингредиенты венчиком до однородности. Дальше будем добавлять желатин. К этому моменту творожно-ягодная масса не должна быть холодной, чтобы желатин не свернулся сразу. Увеличиваем скорость и тонкой струйкой вливаем в мусс 13 грамм желатина, заранее замоченного в 78 граммах воды. Желатин, конечно, прогреваем перед добавлением, но он не должен быть горячим, остудите его заранее. И взбиваем до вот такого состояния. Мусс должен немного увеличиться в объеме. Выливаем в форму с коржом почти весь мусс. И выкладываем произвольно наши шоколадные конфетки. Теперь часть конфеток нужно как бы утопить в мусс, чтобы они оказались на разной глубине. И покрываем начинку оставшимся муссом. Разравниваем, можно немного потрясти форму. Укрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник как минимум на 5 часов. Замораживать такой торт не стоит. Муссы, в составе которых есть кисломолочные продукты, часто расслаиваются и текут при разморозке. Итак, наш торт полностью стабилизировался. Снимаем пищевую пленку, стальное кольцо и ацетатную ленту. Я буду делать подтеки шоколадной глазурью молочный шоколад, рецепт которой уже есть на моем канале. Мне очень удобно пускать подтеки с помощью кондитерского мешка. Напишите в комментариях, как вы предпочитаете это делать. Может быть, у вас есть свой секрет идеальных подтеков? Пока глазурь не застыла, размещаем декор. Сначала крупные элементы, затем поменьше. На холодном торте глазурь застывает быстро. И тогда я на каждый элемент декора наношу каплю глазури, чтобы все хорошо зафиксировалось. У меня будут такие горки из ягод, конфет и шоколада. Для этого каждую ягодку нужно приклеивать к остальным каплей глазури. Орешки я уже в процессе передумала использовать. Вот такой яркий и аппетитный тортик у нас получился. Я очень люблю сочетание ягод и шоколада. Давайте посмотрим, что у него внутри. Пропитанный шоколадный корж, нежный воздушный смородиновый мусс и вкуснейшие шоколадные конфеты. Посмотрите, какой красивый получается разрез. А сделать такую красоту оказалось совсем несложно. Если это видео оказалось для вас интересным и полезным, ставьте лайк и делитесь им с друзьями. И подписывайтесь на мой канал, если вы этого еще не сделали. Пока!